брать или взять. В чем разница между этими глаголами? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Есть два таких глагола – брать и взять, которые внешне кажутся абсолютно разными, однако являются практически одинаковыми по своему действию. Но чем же они отличаются? Во-первых, разница заключается в форме глагола. Брать – это глагол несовершенного вида, то есть тот, который отвечает на вопрос «что делать?». А взять – это глагол совершенного вида, который отвечает на вопрос «что сделать?». А во-вторых, глагол «брать» означает повторяющееся действие, то есть то, что происходит не один раз. А глагол «взять» – это как раз однократное действие, то есть то, что мы сделали, и все, продолжения не будет. Давайте проспрягаем эти два глагола, а затем посмотрим на примерах, как они используются, и сравним их между собой. Начнем с глагола «брать». Настоящее время. Беру, берешь, берет. Берем, берете, берут. Прошедшее время. Брал, брал, брал или брала. Брали, брали, брали. Будущее время. Буду брать, будешь брать, будет брать. Будем брать, будете брать, будут брать. У глагола «взять» настоящего времени нет, поскольку это совершенная форма глагола, а значит и спряжения будут только в прошедшем или будущем времени. Прошедшее время. Взял, взял, взял или взяла. Взяли, взяли, взяли. Будущее. Возьму, возьмешь, возьмет. Возьмем, возьмете, возьмут. Примеры. Можно я возьму у тебя эту книгу? Уж больно интересная она выглядит. Я хочу взять конкретно эту книгу и всего лишь один раз. Ты постоянно берешь у меня книги и никогда не возвращаешь. Ты брал у меня книги уже не один, а много раз и ни разу не вернул. Обычно я беру отпуск в августе, но в этот раз хочу его взять в сентябре. В первом случае мы видим повторяющиеся из года в год действия. Я беру отпуск каждый август. А во втором случае я его хочу взять в сентябре только в этот раз, то есть единожды. Надо с собой на прогулку взять что-нибудь перекусить, а то мы никогда ничего не берем и потом жалуемся на то, что голодные. Снова, в первом случае нужно взять конкретно в этот раз, один раз. А во втором мы не берем с собой постоянно. То есть каждый раз, когда мы ходим гулять, мы ничего с собой не берем. Многоразовое действие. Еще пример. Мама говорит дочке: возьми пример со своей старшей сестры. Она как со школы вернулась, уже все уроки сделала. Возьми с нее пример именно сейчас. В этом случае одноразовое действие. А старшая сестра пытается защитить младшую. Мама, ну не ругай ее, она и так всегда берет с меня пример. Просто сегодня уроков задали больше, чем обычно. Берет пример постоянно, много раз, всегда. И давайте еще один пример, и на этом я остановлюсь. Может быть, на вечер взять мороженого? Если да, то какого? Давай, да. Возьми то, которое ты обычно берешь. Два примера использования глагола «взять», которые относятся к одноразовому действию. И глагол «берешь», который говорит о том, что ты постоянно покупаешь вот это мороженое. Надеюсь, вам стало понятно, чем отличаются эти два глагола. Чтобы попрактиковаться, напишите в комментариях предложения с глаголами «брать» и «взять». Если не получится уместить их в одно предложение, можете написать два разных, не страшно. Главное, чтобы вы поняли, как их использовать. Если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вас благодарю за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока-пока!